Привет! Это новые наушники-вкладыши от Phil под названием CC Nano. И вот если судить лишь по их внешнему виду, то абсолютно новой данную модель назвать сложно. Нечто похожее на протяжении 2 поколений мы уже с вами видели. Примерно 2 года назад, когда вышли первые наушники Phil CC, это был как глоток свежего воздуха. Тогда подобные смелые эксперименты с дизайном почти никто себе не позволял. В принципе, Phil всегда отличались оригинальным подходом к внешнему виду своих устройств, а также немалое внимание уделяли и к их подаче. Однако, несмотря на оформление упаковки, нынешней новинки больше бы подошло название CC3, нежели Nano, но здесь уже больше вопрос к маркетологам бренда. Я же в своем обзоре постараюсь рассказать, что нового и интересного появилось в этой модели спустя 2 года. Кейс устройства по-прежнему лишен крышки и покрыт металлом. Магниты в посадочных местах довольно сильные, оттого доставать сами наушники без должной сноровки очень неудобно, придется наловчиться. Внутри кейса установлен аккумуляторный блок на 450 мАч. Кнопки активации и сброса до заводских настроек здесь нет, ровно как и нет и световой индикации состояния. Но одно дизайнерское новшество все же добавили. Логотип на передней части эффектно подсвечивается, когда кладешь наушники внутрь кредла, либо подключаешь зарядный кабель. Смотрится, конечно, здорово и красиво, но полезного в этом мало. Сами наушники внешне практически никак не изменились. Перед нами все та же знакомая по первому поколению ножка с квадратным сечением, отделанная в цвет кейса под металл, и прикрепленная к ней чаша звуковода, выполненная из матового пластика. К единственному конструктивному изменению могу отнести лишь металлическую перфорированную пластину вместо привычной сеточки, прикрывающей звуковое отверстие. Смотрится отлично, и кроме того, такое решение является более надежным. Обычные сетки со временем довольно часто отклеиваются. Здесь же пластина интегрирована в корпус. К сожалению, встроенных датчиков автопаузы в модель снова не установили, и это уже как-то совсем непростительно, ведь по факту перед нами 3-е поколение данных наушников, а вопрос так и не решен. Данная функция востребована у очень многих пользователей, особенно во вкладышном сегменте. Почему датчиков до сих пор нет, остается только гадать. В силу того, что крышка здесь отсутствует как часть корпуса, то гарнитура, разумеется, подключается по изъятию наушников из кейса. Главного в паре нет, и любым из них можно пользоваться по отдельности. Для активации полноценного управления, а также для настройки всех сопутствующих функциональных возможностей, необходимо установить на смартфон фирменную программу Phil Plus. Получить ее на свой смартфон можно, отсканировав QR-код с коробки. Но сразу же оговорюсь, оттуда ты получишь оригинальное китайское приложение, в котором, разумеется, все пестрит иероглифами. Тем не менее, уже появилась версия и на английском языке, и в описании к данному видео я обязательно оставлю ссылку для скачивания английской версии. Либо как вариант можешь подписаться на мой телеграм-канал и группу вопросов и ответов, и именно там я без проблем смогу скинуть APK-файл данного приложения. Итак, на первой главной странице программы перед тобой отображается уровень заряда каждого из наушников и отдельно самого кейса. Здесь хотелось бы отметить, что как такового процентного остатка, к сожалению, не видно. Есть только визуализация цветом. По сути, отображаются лишь аналитические данные, сколько примерно осталось играть наушникам и сколько раз может еще зарядить их кейс. Следующая страница приложения посвящена полностью звуковым настройкам. Ее немного переработали в сравнении с прошлыми версиями и, как по мне, стало намного лучше. Теперь звуковые надстройки представлены на 3 вкладках. Первая содержит 3 стандартных пресета на усиление баса, верхних частот и стандартное звучание. На вторую поместили 12 заготовок под различные жанры музыки. Сами по себе пресеты не поменялись, но отображается сразу весь список, без прокрутки, как это было раньше. Ну и на последней, 3-й вкладке разместился старый знакомый, 10-полосный ручной эквалайзер. Помимо всего прочего, на этой же странице аккурат под разделом с пресетами имеются кнопки управления плеером, а также регулятор громкости для телефонных разговоров. И вот что касается непосредственно звука, то как и в любой модели Phil, придраться мне не к чему. Играют наушники просто великолепно. Лично по моему субъективному мнению, они выдают лучшее звучание из всех вкладышей, что в последний год были у меня на обзорах. Несмотря на наличие огромного количества всевозможной кастомизации по этой части, в стоке наушники играют изумительно, и на свой вкус я бы вообще ничего менять не стал. Но по-хорошему, те пресеты, которые предлагаются для выбора, в большинстве случаев способны настроить звучание под любой вкус, даже без необходимости применять тяжелую артиллерию в виде кастомного эквалайзера. По частотам всего достаточно, и в данной ситуации даже сложно сказать, чего здесь может не хватать. Звук объемный, детализированный, с прекрасным глубоким многоуровневым басом. И это я сейчас говорю про вкладыши. Мало кто из одноклассников на такое вообще способен. Раскатистые арпеджио в электронных трансовых композициях
них отличная детализация в перкуссионных составляющих, гитара, ударные и вокал в металло-роковых жанрах. Все это слышно внятно, отчетливо и, что немаловажно, громко. Да, наушники имеют отличный запас по громкости и при этом обладают неплохой автономностью. В моем тесте на максималках на одном заряде они отыграли 4 часа и 47 минут, хотя лично я очень сомневаюсь, что кто-то сможет слушать в них музыку на сотке столь продолжительное время. Так что при умеренном воспроизведении на уровне в 70% часов 5,5-6 выжить из них можно. За передачу звука в наушниках традиционно отвечает два аудиокодека на выбор, это SBC и AAC, а связь обеспечивает современный Bluetooth модуль версии 5.2. Работают наушники стабильно, кратковременных отвалов и обрывов соединения мною обнаружено не было. Как в городской квартире, так и в людных местах по типу ТЦ полет просто отличный. По управлению функциями мультимедиа здесь все стандартно для наушников FIL. Полноценные возможности открывается активацией рычага на третьей странице фирменной программы. Двойное касание на любом из наушников отвечает за плей-паузу. Одинарное и тройное на правом переключает треки вперед и назад соответственно, а те же действия на левом отвечают за управление громкостью в плюс или минус. Зашито здесь все пакетно и отключить, к примеру, жест одинарного касания никак нельзя. И я напомню, что к одинарному касанию при таком раскладе, в особенности на правом наушнике, придется привыкнуть. Поправляя его, есть риск задеть сенсорную область и переключить трек вперед, что в случае с левым при регулировке громкости в плюс не так сильно подбешивает. И тем не менее, управление здесь полноценное. Тянуться к телефону без лишней необходимости тебе не придется. Основной киллер фичей данных наушников можно считать режим мультиподключения. Насколько мне известно, именно вкладышей с данной опцией на рынке практически нет. По этой части конкуренцию им могут составить разве что Huawei FreeBuds 4. Но и здесь ребята из FIL пошли дальше. В меню настроек устройства тебе предлагают выбрать сценарий работы мультипоинта. Либо это будет классический вариант с приоритетом на входящие звонки, это когда наушники подключены к двум устройствам одновременно и переподключение происходит бесшовно. Либо вариант номер 2, переключение между сопряженными устройствами с помощью жеста удержания пальца на сенсоре. И здесь, признаться, я снимаю шляпу. Такого на рынке пока не предлагал никто, и уж тем более во вкладышах. Функция сама по себе удобная и многими востребована, в особенности сейчас. Как я уже неоднократно говорил и писал в своем телеграм-канале, если весь прошлый 2021 год можно условно считать годом активного шумоподавления, то нынешний 22 скорее всего пройдет под флагом мультипоинта, ведь даже в бюджетной модели начали потихоньку завозить данную опцию. Разумеется, по классике жанра из приложения никуда не делся и раздел с режимами низкой задержки для игр и мультимедиа. При активации игрового режима мой тест в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile выдал результат в 160-200 миллисекунд, что вполне стандартно и весьма ожидаемо при таких условиях. Так что при желании поиграть партийку-другую в любимую игру вполне возможно. Так же, как и со всеми наушниками FIL, здесь хотелось бы отметить еще один момент. В силу того, что наушники китайские, то и системный женский голос тут с китайским монологом. Кого это сильно раздражает, можно считать это минусом, но наушники сделаны для китайского рынка, и это было ожидаемо. Ну а теперь дело осталось за малым – протестировать работу встроенных в наушники микрофонов. Ну что же, у нас традиционный тест в автомобиле. Наушники FIL CC Nano. Это новинка, новые вкладыши от FIL. Сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Порывами начинает задувать ветер, есть шум от дороги, от приезжающих машин. Сегодня довольно ветрено, прям долбит сюда ветер в ухо. Вот здесь вот этот микрофон сейчас работает. В общем, нагрузка колоссальная. Ну и вот как-то так тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать по данной гарнитуре, и вот в таком вот сценарии. Ну а вот еще один тест работы микрофонов в наушниках FIL CC Nano. Сейчас это уже торговый центр, это крайний этаж, здесь находится фудкорт, находится очень много-много народу, здесь вот так вот это все выглядит, ну и примерно можно прикинуть, как тебя будет слышать собеседник. Если ты будешь с ним разговаривать по этой гарнитуре, вот находясь в такой вот локации. Там, где, в принципе, довольно шумно, так вот все, музыка играет, люди разговаривают, стоит довольно сильный гул, ну и вот как-то так вот отрабатывают микрофоны при вот таком сценарии использования. Ну и еще один тест работы микрофонов в наушниках FIL CC Nano. Это уже уличный тест около дороги. Капает такой легенький дождик, но тем не менее он нам не помеха, чтобы записать такой вот тест работы. Здесь довольно шумно, когда машины приезжают. Вот они сейчас приезжали мимо меня, плюс сейчас нету никаких машин, но уже начинает задувать в лицо легенький ветерочек. Так что условия более-менее нормальные.
можно примерно прикинуть, как тебя будет слушать собеседник при вот таком сценарии использования, если ты будешь с ним разговаривать по телефону с помощью данной гарнитуры. Ну и, разумеется, никуда не подевался и тест с печкой. Несмотря на то, что многим он, наверное, и не нужен, но, тем не менее, есть люди, которым это действительно важно. Я в том числе из этих же людей, потому что я пользуюсь наушниками в автомобиле очень часто, и для меня вот эти сценарии использования очень важны. Я выкручиваю на максимум эту всю историю, потихонечку печка набирает обороты, и буквально уже через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Фрагмент данного шума я тебе специально сейчас ставил, чтобы послушать, в каких условиях данный тест проводится. Ну и примерно как-то так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по этим самым наушникам, ну, находясь в автомобиле, обогреваясь зимой, к примеру, печкой на полную, ну и если кто-то тебе наберет на телефон, вот так вот ты сможешь ответить. Ну и подводя сегодня некий итог, хотелось бы сразу отметить, что для вкладышей набор имеющихся здесь опций весьма впечатляющий, а по части мультипоинта так вообще уникальный. Разумеется, как и у всех, в данных наушниках есть ряд минусов. Все их я перечислять не буду, ведь на протяжении обзора я недостатки озвучивал. Здесь лишь отмечу один важный. Отсутствие автопаузы в вот уже третьем по счету поколении — это, как по мне, серьезная фиаско. Но, как и прежде, наушники звучат великолепно, выглядят фантастически и очень удобно сидят в ушах. Но наличие полноценного управления функциями и рабочий мультипоинт, возможно, для кого-то снивелирует это досадное отсутствие датчиков приближения. В любом случае, вроде бы все, что хотел по этой модели, я рассказал. Надеюсь, мое видео было полезным. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.